Привет, друзья! Пока мы надеялись на стабилизацию, мир столкнулся с новой реальностью, которая ударит по каждому, кто заводит машину или включает отопление в Германии. Война на Ближнем Востоке перестает быть просто картинкой в новостях. Она пришла к нам в виде цен на нефть, которые пробили потолок, внимание, в $115 за баррель. Для нас в Германии это не просто статистика, это начало самого масштабного повышения цен на энергоносители за последние годы. Эксперты уже открыто говорят о глобальном экономическом шоке. Если вы думали, что бензин и дизель были дорогими еще вчера, то приготовьтесь. Цифры, которые мы увидим на табло завтра, заставят многих просто оставить ключи от машины дома. А теперь самое важное. Только за последние выходные мировая эталонная нефть марки Brent взлетела до $115. Это абсолютный максимум с июля 2022 года. Вдумайтесь в динамику. Еще в январе Brent торговался по $60. Цена удвоилась меньше, чем за 3 месяца. Американский эталон WTI тоже несется вверх, вызывая панику на финансовых рынках. Этот стремительный рост не просто цифры на бирже, это мощный триггер новой волны инфляции в Европе. На немецких АЗС этот шторм был заметен еще до последнего скачка. По официальным данным ADAC, крупнейшего автомобильного клуба Германии, средняя цена литра бензина Super E10 уже на прошлой неделе замерла на отметке 1,77 евро. Но это было затишье перед бурей. Дизель растет еще агрессивнее. Среднесуточные цены в 1,79 евро за литр E10 и 1,75 евро за дизель. Это уже исторические пики за последние 2 года. Но при нефти в $115 эти цифры лишь воспоминания о дешевых временах. Для миллионов мигрантов и местных рабочих, которым нужно каждый день доезжать до работы, это превращается в тяжелое финансовое бремя. Германия вступает в период, когда каждая поездка в супермаркет или к врачу становится серьезной статьей расходов в семейном бюджете. Что же на самом деле происходит на табло? Друзья, на первый взгляд может показаться, что паника немного улеглась. Ценовое давление на немецких заправках в последние пару дней чуть-чуть ослабло. Если верить свежим отчетам ADAC, в это воскресенье цены хоть и ползли вверх, но уже не такими безумными темпами, как на прошлой неделе. Средняя цена по стране в воскресенье замерла на отметке 2,11 евро за литр дизеля и 1,98 евро за литр бензина Super E10. По сравнению с субботой рост составил всего полцента. Казалось бы, выдыхаем, но не спешите, друзья, радоваться. Это лишь короткая передышка в затяжной войне за ресурсы. И это еще не все. Первые данные, которые пришли сегодня утром в понедельник 9.03, показывают опасную тенденцию. Пиковые значения на заправках уже пробили психологические барьеры. Дизель местами долетел до 2,17 евро, а бензин Super E10 вплотную подошел к отметке 2,04 евро. И вот здесь кроется главный подвох, о котором молчали политики. Цены на топливо в Германии всегда реагируют на скачки нефти с задержкой. Нефть по $115 уже куплена, она уже в пути, и ее стоимость еще не полностью зашита в цену литра на вашем пистолете. Давайте сравним текущий хаос с тем, что было до начала обострения на Ближнем Востоке. Цифры просто шокируют. Дизельное топливо сейчас стоит на 37,1 цента дороже, а бензин подорожал на 20,6 цента за литр. Если вы заправляете бак, например, в 50 литров, то переплачиваете почти 20 евро на каждой заправке. И если нефть Brent удержится на уровне $115 или, не дай бог, пойдет выше, то это затишье закончится уже завтра. Мы стоим перед лицом новой ценовой волны, которая может серьезно ударить по семейным бюджетам. Германия замерла, и в ближайшие дни давление на заправках только усилится. Уолл-стрит выносит приговор $120 за баррель. Друзья, экономисты мирового уровня сейчас один за другим пересматривают свои прогнозы в сторону катастрофы. Брюс Касмас, главный экономист инвестиционного гиганта JP Morgan, прямо заявляет, в краткосрочной перспективе цена на нефть марки Brent вплотную приблизится к отметке в $120 за баррель. Это не просто цифры в терминале трейдера. Если конфликт затянется, Касман предупреждает, цены могут навсегда остаться выше этого уровня. Что это означает для нас? Глобальный экономический рост рухнет на 0,6%, а мировая инфляция подскочит еще на 1% пункт. Для Германии, которая и так балансирует на грани рецессии, это означает только одно – ваши деньги будут обесцениваться еще быстрее, чем раньше.
Эксперты из немецкого Коммерцбанка также видят колоссальные риски. В их базовом сценарии они робко надеются, что перебои в судоходстве в Ормузском проливе продлятся всего пару недель. Но давайте будем честными, кто даст гарантии? Для Германии, которая теперь, напомню, критически зависит от поставок сжиженного природного газа и танкерной нефти, это может обернуться серьезным энергетическим кризисом. Мы говорим не просто о дорогом бензине Super Etzane, мы говорим о риске остановки целых отраслей промышленности. Если пролив закроют, $120 покажется нам удачной сделкой, потому что цена может взлететь до небес. Иран наносит ответный удар, конец свободной навигации. Друзья, давайте разберем, почему цены на нефть совершили этот безумный прыжок. Причина не просто в напряженности, а в реальной эскалации большой войны на Ближнем Востоке. После массированных атак Соединенных Штатов Америки и Израиля по объектам на территории Ирана, Тегеран пошел на крайнюю меру, объявил о закрытии Ормузского пролива. Это не просто точка на карте. Пролив между Персидским заливом и Оманским заливом – это главная энергетическая артерия всего человечества. Вы только вдумайтесь в масштаб. Через это узкое горлышко ежедневно проходит около 20% всего мирового объема торговли нефти. Каждая пятая бочка, которая питает заводы, самолеты и наши автомобили в Германии, должна была пройти именно здесь. А напоследок самое важное. Из-за полной неопределенности и страха перед ракетными ударами крупнейшие судоходные компании мира начали массово избегать этого маршрута. Перед проливом уже скопились десятки гигантских танкеров. Цепочки поставок разорваны в клочья. Чтобы вы понимали серьезную ситуацию, через Ормузский пролив идет нефть из ключевых стран-экспортеров. Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Ирак, Кувейт, Катар. Но и это еще не все. По этому же маршруту идет критическая часть мирового экспорта сжиженного природного газа. Для Германии, которая теперь зависит от СПГ-терминалов, это может стать серьезной угрозой для отопительного сезона. Мировой рынок внезапно оказался перед угрозой колоссальной потери поставок. Трейдеры в Лондоне и Нью-Йорке реагируют на это мгновенно, взвинчивая цены. Если эта блокада затянется на месяц, мы увидим не просто дорогой бензин, а масштабный энергетический кризис, который ударит по всей Европе. Казалось бы, Германия в дамках. Статистика 2025 года, внимание, кричит о независимости. На Ближний Восток приходится жалкие 6,1% сырой нефти. Мы плотно сидим на норвежской 16,6% и американском 16,4% сырье. Ливия поставляет нам больше, чем весь Персидский залив. Ирак еще держится в списках, но Кувейт, Катар и Иран для немецких НПЗ уже история. Друзья, не давайте этим цифрам себя усыпить, это иллюзия безопасности. Рынок нефти – это единый такой организм. Если на Ближнем Востоке полыхает, цена взлетит не в Багдаде, а на биржах именно в Лондоне и Нью-Йорке. И тогда ценники на заправках в Мюнхене поползут тоже вверх с той же скоростью, что и везде. К чему нам готовиться? Первое. Инфляционный удар под дых. Коммерцбанк уже рисует мрачные прогнозы, инфляция в еврозоне легко пробьет 3%. Логистический коллапс. Дизель – это кровь экономики. Когда дорожает фура, везущая хлеб, вы платите за этот конфликт из своего кармана в супермаркете. Это налог на войну, который заплатят все. Критическая точка мировой энергетики – это Ормузский пролив. И если это горлышко перекроют, мир ждет не просто дефицит, а настоящий энергетический шок. Мы можем не покупать их нефть, но мы не можем игнорировать их хаос. На этом у меня все. Берегите свои кошельки. Спасибо за просмотр.